Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько я вам не рассказывал о интересных крипипастах. Исправляюсь, сегодня я вам расскажу сразу о 3 легендарных крипипаст, которые были основаны и они появились в нулевые года. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Первое, о чем я вам сегодня расскажу, это Gregory's Room, психологический мультфильм, который стал известной крипипастой. Первое упоминание в 2014 год. История данного мультфильма идет со слов очевидца. Моя жизнь всегда была довольно веселая. Друзья, семья, светлое будущее в университете, и ничего особо плохого не происходило. Все, кого я знаю, хорошо ко мне относятся, как и я к ним. С учителями проблем не испытываю. И хотя кроме родителей у меня больше никого нет из родственников, мне как-то все равно. Я всегда думал о своих друзьях как о братьях. Но есть кое-что, что я скрываю на протяжении многих лет. Как и многие люди, я являюсь ребенком из 90-х. Уверен, что даже взрослым, наверное, нравилось это время. Игры, хорошие мультфильмы. Ага, хорошие мультфильмы. Однажды моя мечта стать стажером на мультстудии сбылась, когда мне было 6 лет. Мои родители с радостью восприняли новость, когда я рассказал, что хочу им стать. Это ведь отличная работа до моего возраста. На следующее утро меня пригласили на Nickelodeon HQ. Я не мог дождаться видеть столько нового, прежде чем это увидит кто-то другой. Но мои друзья, наверное, локти себе изгрызли от зависти. Я стоял в комнате с большим ящиком, DVD-проигрывателем, тогда я его еще никогда не видел, и еще 5 детей моего возраста находились рядом со мной, готовые смотреть мультики весь день. Комната была похожа на гостиную, наверное, чтобы мы чувствовали себя более комфортно. В ней были ковер, стулья, стол, растения и стены, выкрашенные в милый красный цвет. Вдруг внезапно появился один из сотрудников и сказал нам с улыбкой: «Мы создаем новое шоу на Ник Джек. Если вам понравится, мы сразу отошлем вашим родителям весь первый сезон». Все дети начали скакать от радости, и сотрудник ставил диск в DVD-проигрыватель. «Я скоро вернусь», — сказал он и покинул комнату. Телевизор ненадолго перешел на статический экран, так как он был новым и еще не опробованным. После того, как помехи прекратились, камера начала показывать комнату с горящим камином. Никаких звуков не было. Камера перешла на стул, который стоял возле окна с видом на ночное небо. Из-за стула торчала лысая голова. Она медленно повернулась к нам, показывая свои глазишки и резчатую пасть. Я и другие дети начали переглядываться. Такой хрени мы не ждали, но мы продолжили смотреть, чтобы узнать, что произойдет дальше. Холодный роботизированный голос прервал тишину. «Ой, я не заметил вас сразу». Камера медленно повернулась, показывая корявую CGI модель человека. Он поприветствовал нас следующими словами: «Здравствуйте, я Григорий, и это моя комната». Камера приблизилась к его кирпичной роже. «Мы очень хорошо проведем время вместе, только мы оба», — сказал он, указывая на окно. «Мы можем смотреть на звезды вместе». После этого он взял в руки книгу. «Мы можем прочитать эту книгу вместе». Камера показала горящий камин. «Мы можем смотреть на это прекрасное пламя вместе». Наступила тишина. Все дети были озадачены происходящим. После небольшого ожидания лицо Григория приводило взгляд с кресла на огонь. Вдруг камера приблизилась к его роже. «Но что бы мы ни делали, здесь будем только мы оба. И больше никого. Только ты и я. Ни родителей, ни полиции. Никто не услышит тебя». Начала играть искаженная музыка, пока лицо Григория приближалось все ближе и ближе к нам. Его голос становился все более странным и невнятным, а по бокам экрана начали полыхать яркие языки пламени. «Обними меня. Мне нужна любовь. Георгию нужна любовь». Фильм закончился с парализованной рожей Георгия, растянувшейся на весь экран. Все дети начали иветь, и в комнату зашел человек, который до этого поставил нам фильм. У него было злобное выражение лица, и его слова врезались мне в память надолго. «Ты! Я думал, этот парень уже усвоил урок. Но!» Он злостно кричал, пока выводил детей из комнаты. Экран потемнел, и мне удалось незаметно стащить диск. На нем ничего не было, кроме надписи «Gregory's Room». Через несколько дней наши родители подали жалобу в канал Nickelodeon за несоответствующий контент, который нам показали.
тех пор я храню этот диск у себя, надеясь понять смысл этого странного и ужасного творения. Подведем небольшой итог. Данная крипипаста действительно существует, выглядит как дешевая пародия и поначалу воспринимается даже слегка забавно, но со временем градус крипоты все более нарастает. Голос Георгия звучит как электронный переводчик. Если паста не является фейком, то скорее всего мультфильм делается душевно больным или крайне одиноким человеком в состоянии депрессии. Никаких подтверждений, что все описанное в пасте правда, не было найдено. Никто никаких официальных комментариев не давал. Если и правда был скандал, то почему кроме пасты в интернете ничего не удалось найти? Следующая крипипаста связана с потерянным эпизодом мультсериала «Губка Боб. Квадратные штаны», который не подчиняется константам особых файлов, и называется «Самоубийство Сквирда». Эту легендарную крипипасту, думаю, многие из вас знают. Первое упоминание 2005 год. Серия начинается с того, что Сквирдот играет на кларнете, попадает не те ноты, в общем, как и всегда. Мы слышим смех губки Боба, из-за чего он останавливается и кричит, чтобы тот успокоился, так как Сквирду нужно тренироваться, потому что у него концерт этим вечером. Губка Боб говорит, что нет проблем, и уходит к Патрику и Сэнди. Пузырьки заполняют экран, и мы видим завершение концерта Сквирда. С этого момента происходящее перестало быть нормальным. Во время игры некоторые кадры повторяются, а звук нет. Но когда он прекращает играть, звук обрывается, как будто и не было никакого пропуска. Слышен легкий шепот в толпе, прежде чем зрители освистывали его. Освистывание довольно популярно в мультфильмах, но в этой серии можно было четко услышать злобу. Крупный план Сквирда. Он выглядит очень напуганно. Следующие кадры показывают толпу, в центре которой губка Боб, и он тоже кричал вместе с толпой на Сквирда, что на него не очень похоже. Но это далеко не самое странное. Что действительно странно, так это супер реалистичные глаза, очень детализированные. Конечно, не человеческие глаза, но точно что-то реальное, чем компьютерная картинка. Зрачки были красными. Некоторые из нас озадаченно смотрели друг на друга, но так как мы не авторы, то вопросов не задавали до тех пор, пока не появились дети. Кадр показывает Сквирда, сидящего на краю своей кровати. Он выглядел очень несчастным, из его окна видно ночное небо. Значит, прошло не так много времени после его концерта. Самое напрягающее всего этого – отсутствие вообще какого-либо звука. Буквально ни звука, как будто колонки в студии вдруг выключились, хотя лампочка показывала, что они прекрасно работали. Он сидел и просто моргал в тишине секунд 30, потом начал тихо вспыхивать. Он положил свои щупальца на глаза и заплакал. Так прошла целая минута или больше. Подведя небольшой итог, можно сказать только одно. Данная крипипаста является одной из самых жутких. В ней присутствуют кадры и жуткие фотографии детей присутствуют. Я сюда их вставлять не буду, потому что я не хочу сам на такое смотреть. Насчет расследования крипипасты, данная история, которая была перед вами, является выдумкой. Это доказывает что данного эпизода никогда официально не существовало. Это подтвердил сам автор оригинальной крипипасты. Все видео, опубликованные в интернете и выдающие себя оригиналом, являются фантастическими экранизациями. Также хочется сказать, что данная крипипаста была вдохновлена другой крипипастой, где концепция была точно такой же. И кстати, о ней мы поговорим прямо сейчас. Интересный факт. Крипипаста настолько стала известной, что создатели мультфильма сделали отсылку в одной серии. Серия называется «Губка Боб в Спонтании», 12 сезон, 26 серия. В одном моменте перед Сквирдом и Губкой Бобом появляются множество двери. Сквирдер открывает их по очереди, и в третьей двери появляется скример, который и является отсылкой на крипипасту. Однако данную отсылку оценили не все. Например, в Британии сцену вырезали, а в США этот момент поменяли на малыша Сквирда из-за многочисленных гневных писем в ноябре. В России отсылку оставили, но серию запретили к показу на телевидении. Вот такие вот дела. И последний на сегодня крипипаста — это Suicide Mouse. Это одно из самых известных видео, которое является якобы невышедшим мультфильмом про Микки Мауса. 9 декабря 2009 года является датой появления данной крипипасты. Помните мультики про Микки Мауса из 30-х? Те, которые недавно вышли на DVD. Я слышал, что есть один неизданный мультфильм, который не вошел даже в дорогое коллекционное издание. Честно говоря, в нем ничего особенного. Это луп типа Флистоунов, где Микки Маус ходит около 6 изданий 2-3 минуты, после чего исчезает. Мелодии в этом лупе нету. Песня там какофония.
Как бы если бы пианист хаотично нажимал на клавиши 1,5 минуты, после чего мелодия становится белым шумом и продолжается до конца видео. Это не старый добрый Микки, которого мы знаем и любим. Здесь он не танцует, не улыбается. Он просто идет, как ходите вы или я, но его голова почему-то наклонена. Все думали, что мультик кончается на Code to Black, исчезает в черное. Когда Леонард Маутин давал интервью по поводу выхода на DVD, он отметил, что осталось много студийного мусора, но его нужно оставить и оцифровать в память о Уолте. Когда он получил оцифрованную версию и посмотрел файл на своем компьютере, он кое-что заметил. Мультик идет 9 минут и 5 секунд. После затемнения мультфильм остановился на 6-й минуте, затем Микки вновь начал ходить. Звук был другим. Появилось журчание. Это не какая-то речь, скорее вспыхивание. Шум становился все более неразборчивым и громким, а картинка все более странной. Тротуар направлялся в какие-то невероятные стороны, куда Микки не мог пойти. На унылой морде Микки начала появляться ухмылка. На 7-й минуте журчание превратилось в душераздирающий крик, и картинка становилась все более неясной, цвета становились невозможными. Мышиная морда начала разваливаться, его глаза закатились, его ухмылка сползла на левую щеку. Здания как будто плавали в воздухе, а тротуар все еще был искореженным. Все стало просто невероятно чудовищным для человеческого глаза. Мистер Маутин испугался и вышел из комнаты, приказав помощнику остановить видео и выписать на бумагу все, что происходит в видео до последней секунды, после чего немедленно вытащить диск. Этот искаженный крик кончился на 8-й минуте, затем появилась морда Микки, титры и музыка, звучащие как разбитая музыкальная шкатулка. Все это длится 30 секунд. От охранников, с которыми я работал в том доме, я узнал, что после окончания видео побледневший помощник выбежал из комнаты, спотыкаясь, прокричав «Настоящие страдания непостижимы» 7 раз, после чего отбрал у охранника пистолет и выстрелил себе в голову. Насколько я понял слова Леонида Мартина, последний кадр — русский текст, который приблизительно можно перевести как «Врата ада манят любопытных». Я знаю, никто этого не видел. Что касается расследования этой крипипасты. Видео выложено на YouTube пользователем Suicide Mouse AFI в 2009 году. Автор не пытался его выдавать за оригинал и утверждать, что видео сделано им. На канале есть удаленная из видео сцена. Парадоксально, что существует студийный мусор. В описании оригинального файла также объясняется наличие черного экрана на 2-й минуте. Изначально там находилась вырезанная часть, но поскольку в истории описан и черный экран, напрашивается вывод, что история написана тем же пользователем. Остальные видео, известные как Suicide Mouse AFI, являются фантастическими ремейками и пародиями. К тому же они используют внешность Вики из поздних мультфильмов, тогда как в истории говорится, что дата создания видео 1930-е годы. Если промотать какофонию задом наперед и ускорить, получите баховскую шутку. Видимо, автор этой шуткой показал, что верить этому не надо. На этом видео подходит к концу. Вот такое получилось классное и ностальгическое видео. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайте маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. И не забывайте также поддержать мой канал донатом по возможности и по желанию. И подписаться на меня в других социальных сетях, чтобы не пропустить новости из моей жизни и, естественно, новости про новые видео на канале. Все ссылочки в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.